Цель моего сеанса, самое главное, достигнуть ощущения комфорта моего тела. Слух без искажений, помех, здоровая кожа и органы, уверенность достигать цели, уверенность отстаивать мои интересы. Хочу распространить полученный иммунитет и алгоритмы освобождения в каждый момент, когда я предавал себя во всех воплощениях и между воплощениях, и вне воплощениях, поддержать и изменить решение, чтобы жить в гармонии и процветании. Я отказываюсь прогибаться, возвращая мой стержень, мое лицо, мою целостность. Гипноз, ловушки, насилие и страдания отдаю хозяинам этих энергий. Я духовно обращаюсь к первоисточнику жизни, отменяя все решения отворачиваться от него. Выбираю преграды, которые мне мешают быть с Валерией в гармонии и процветании. Аспект первый. Звон в ушах. Хочу посмотреть, какие зацепки еще есть. Хочу иметь чистое восприятие, уметь различать энергии, чтобы знать истину, что происходит и как действовать по конам. Комфорт. Второе. Собственноручно удалил бородавку, не соблюдая профессиональных навыков. От меня это событие. Хочу узнать, есть ли зацепки, почему на моем теле вырастали бородавки. Исправить решение, чтобы иметь чистое тело. Также бородавка на спине, посередине, чуть ниже лопаток. В этом месте ноет спина и чувствует, еще как-то прогибается. Думаю, с этим связано. Хочу отказаться от прогибания под чужие интересы. Гармонично налаживать взаимосвязь, убрать негативные энергии с моего организма. Не пришло мне никакого такого на физике ситуации. Но хочу распутать эти программы подчинения, убрать их с моего пространства. Так, четвертый аспект. Решение вкладывать в стартап Savelmash. Посмотреть, что и произошло, когда я принял решение вкладываться, отказываться от негативных условий, принятых на сознательном и подсознательном уровне. Хочу получать вознаграждение от компании, когда она будет приносить прибыль согласно вложенной энергии и средств. И особенно, как инвестор, я запрещаю компании делать продукции для насилия. Потому что вещи, которые там они хотят с мотор делать, если они будут там использоваться для всяких дронов, запрещаем это делать и тому подобное. Так, в отношении Валерии я чувствую теплоту и гармонию. Хочу посмотреть ситуацию, когда мы в госорганах Германии хотели сделать приглашение, но госслужащие отказали. Я хочу в этой ситуации негативные воздействия обличить, наполнить светом истины, убрать затыки приезда меня к любимой. Шестой аспект. Есть дача, в которую вложил много энергии и времени. Хочу убрать негативные привязки к ней, если они есть. Седьмое. Хочу разорвать кармические привязки с другом детства Андреем и его мамой Людмилой, если они есть. Снился сон, где Викторию видел немного не похожую, возможно, моложе и с блеском глаз. Выбирая воздействие, гипноз, зацепкой, почему я позволяю вторгаться в мое пространство, обличая, изменяя, чтобы быть целостным и суверенным хозяином пространства. Я запрещаю вторжение в мое пространство. Так, передать информацию по древу жизни маме Елене, брату Олегу, Валерии. Так, ну также отменяю вот это все цельнозоровские символы, духи и все остальное, что с ним связано. Калавраты, символики, крещения, всякие крестики. Все это, что относится к магии, ритуалов, отменяю. Восстанавливаю исконную способность распознавать энергии, возвращая мою целостность, полноту восприятия, очищая мою ДНК от наследственных искажений и негативных программ, страхов, страданий. Если есть негативные контракты или соглашения в моем пространстве, я обличаю и расторгаю. Виктория, ты в эфирном пространстве? Да. Что ты видишь?
увидела такой механизм, который вот так крутится. Как в в Ватикане вот эта земля разорванная, и внутри такие. Я подумала, что это, и это на украинском это звучит жорна, а Ну, по-русски жернова. это жернова. М. И что это за жернова? Какая суть этой конструкции? Я вижу, что в ментальном плане оно от сектора магии движется вот так куда-то в глубину и раздваивается, как в сектор интерферентов. Там, где сектор интерферентов, это как труба такая. Оно вот так как бы разрезано, что я могу смотреть, что там внутри. И там течет такое черное, а считывается кровь. Мгм. И она как будто бы течет, считывается воспроизводитель магии из сектора магии. А в секторе магии какая-то фигура красная, как гора такая какая-то. Мгм. И что это за красная фигура? Считывается людоед. Так, приказываем отвечать, кто он такой. Считывается пожиратель младенцев. И вижу, что у него сверху красная, как плащ, считывается папаха. Внутри черное, там, когда я смотрю на эту черную энергию, там как сущность такая, и идет, считывается звук сирены. А сирена это кто? Так, кто это? Что это за звук сирены? Я вижу, что это связано с каким-то вот таким вот хлопком, так пух. Так, что это за хлопок? Он в секторе духов находится и Мгм. выходит от этого людоеда. Считывается коммунистическая партия Советского Союза, а этот хлопок это энергия, считывается деменция, катастрофизм, заблуждение. И вот так вот, как разрыв связей, как будто бы там рвется что-то. Мгм. Это Отсоединись. эгрегориальная структура. Мгм. Вернись к этим жерновам. Какая их суть? Как они воздействуют на наше пространство? Слышу из сектора интерферентов чужой, перемалывать народы. Вот так, кровь течет от этого всего, от этих жернов. И вот этот людоед, он как многослойное существо, красная такая папаха. Внутри этот черный демон, который держит младенца в руках. Мгм. Приказываю отвечать этому демону, кто он такой. Он говорит властелин мира сего. И звучит людоед. А как мы его еще знаем? Он говорит сын, на нем написано сын Бога, Мгм. Люцифер. Так, а почему он властелин мира сего? Кто ему такое? Он показывает вот эту московскую звезду красную, что он вот так вот, я вижу глобус, ну, как Земля вот, со стороны. Мгм.
И он вот так как эту башню, на которой эта звезда, вот так водрузил, и идет от него вот это, что это его престол. Он Так. как бы говорит: "Мой престол". А когда этот его престол впервые появился в нашем пространстве? Что А, происходило на физическом плане? ам, я вижу, слышу резня и, вижу, как, убивают людей, как будто бы им головы вот так вот, ну, шею режут. Мгм. И что это за резня? Кого режут? Так, сейчас я посмотрю, кто это. Мгм. Э, это Римская империя, а это происходит, я слышу, Иерусалим, город Так, Бога. так. И откуда они взялись, те, кто напал, те, кто там режет горло? Откуда они взялись? Да, откуда они пришли? Они пришли из севера, и они пришли с Рима. Мгм. Кто они такие? Один из них снимает такой белый плащ, и на плаще сначала был как будто бы посередине такой красный крест, а теперь он стал черным и вверх ногами. Мгм. Это типа какие-то как крестоносцы, а это считывается семя змея. Так, и с какой целью они пришли Пресвитериане. в Иерусалим? Они пришли, я слышу, забрать святыню. Какую И именно святыню? я вижу арка, на которой изображена минора. Так. Они разграбили святыню. Я слышу святой город Мгм. Иерусалим. Так, и в какой момент этот демон стал властелином мира сего? Я вижу, он, вот эта арка какая-то, на какой-то, там вот это разграбление изображено. А, такая, как подсвечник, там, наверное, 9 этих. Мгм. Она на ней идет минора. Это символ храма Бога Творца. Так. И что происходит в тот момент, когда этот демон стал властелином мира сего? Он берет эту минору, и я вижу, как слышу жрец, Так. заворачивает эту минору как в холст в такой и несет в подвал. Я слышу библиотека Ватикана. Мгм. А почему владение этой минорой сделало его властелином мира сего? Я слышу, что он украл свет. Это связано как бы 2 события. Одно, оно вот так вот, как 3
разворачивается три, ну, как бы в эфирном пространстве все Мгм. времена в одно время. То есть вот Да. это, я слышу, святой город, Иерусалим, вот это, разрушение храма, разграбление храма. Второе, Мгм. этот вот в этом, в плаще с этим крестом, который вверх ногами. Мгм. Это Византийское царство, падение Византии. Так. И третье, вот, все держится вот на Ватикане. С Ватикана идут вот эти такие эти. И третье вверху — это престол сатаны, это кремлевская власть, Мгм. которая демонстрирует на весь мир, что они как раз есть антихристы. То есть Мгм. вот этот труп и вот эта дьявольская звезда, вот, то есть это символ счастья, который, я слышу, наполнен кровью. То есть это перевертыш такой. Вот эта пятиконечная звезда, она раньше символизировала, я слышу так, счастье. То есть это высшие духовные вибрации. А Мгм. они наполнили это кровью, так и считывается, коммунисты. Мгм. Так. Хорошо. Пока заморозь всю эту ситуацию, Да, отсоединись от всех и от всего. отсоединяюсь. И на счет 3 найди в эфирном пространстве эфирное тело Евгения. 1, 2, 3. М, и я его вижу. У него энергосфера правильной формы, только вот здесь как будто бы встряла в него минора Мгм. черная. Считывается, слышу, демоническая связь с первопреступником, с престолом сатаны. И от этой миноры идет черная подключка. Ну, это символ. М, Считывается осквернение предков. Вот это черный символ, типа минора, да? Так. А, И у него как будто бы вот рана такая. Это минора, как будто бы лопата, на которой нарисована. Это не сама минора, а просто она нарисована. Считывается осквернение предков. И в Так. сектор магии тянется подключка к этому существу, которое я видела в начале. Это гора, символизирует престол сатаны. Мгм. Так. То есть получается, да, и сейчас я его считаю, да, я считаю, это он. Так. И спроси разрешения потрудиться с ним и для него. Да, он разрешает. Мгм. Хорошо, давай тогда в сектор магии. А, Я приказываю ему существу отвечать, кто он такой. Он говорит, что они его закопали. Говорит, закопали. Так. А, И показывает, что делали ритуал, когда положили, э, говорят, Божий человек, положили в такой гроб каменный, как сундук, а сверху они сделали ритуал, м, как будто бы такую черную нарисовали минору, черную, и там огонь горит. Но минора не стоит, подсвечник, нарисован на крышке гроба. И по центру, откуда уходят вот эти,
не знаю, как их назвать, такие штучки, Мгм. на которых Сам держатся эти подсвечники эти. свечечки. Мгм. Да, да. Оно вот так лежит, и в центре, откуда расходятся эти лучи, просто огонь горит. Считывается Так, христианство. хорошо. Так, приказы отвечать, кто это они? Кто они такие? Вот эта гора, как будто бы гора такая высокая, как пирамида Мгм. такая острая. Ну, это существо в красной папахе в этой, это понтифик, жрец. И Мгм. внутри, как в пещере этой горы, да, это Папа Римский, символ это. Вот это, что они прячут в эту штуку, считывается Так, часть души первотворца. так. Это минора, оказывается, символизирует душу первотворца. И они похоронили а, часть души первотворца. Так, Сейчас а я посмотрю, где? каким образом это Мгм. получилось у них. Так, каким образом у них это получилось? Я слышу храм Иисуса и вижу события на физике. И идет себе такой человек. И ну, я хотела, как бы сомневаюсь, кто это, а он мне раз на эту фреску показывает, которую я видела а, в Айя Софии. Так, и кто Он мне это? на втором этаже такая фреска, которую, по-моему, уже замазали. И он мне на нее показывает, а там был портрет, прижизненный портрет Андроника. Мгм. И он так быстро Так, идет и отодвигает свое такое кресло, царский трон. Отодвигает и показывает мне. Да, теперь дошло, говорит, что он говорит, я Андроник, Комнин, и показывает под этим креслом такая черная энергия. так. И от этой Что? черной энергии тянется, считывается прихвостень а, понтифика. Так, и кто это такой? Приказываю проявиться этому прихвостню. Сверху такая черная энергия, и он говорит, что он энергия считывается Комнин, сын первотворца, но это ложь. Это такая энергия, как будто все как зола черная, как дерево перегоревшее. Я ему приказываю отвечать, кто он такой. Мгм. Он говорит, душа истерзанная. Вот он с нижнего портала выходит, истерзанная душа правителя. Так. Правителя чего? Он говорит Иерусалима. Я ему приказываю отвечать, кто он на самом деле есть. Да. И в этот момент его истинная сущность проявляется, вот эта теневая его часть, в виде такого зверя, который набрасывается на Андроника, хватает его за шею и кричит, что я удушил этого гада. И в этот момент, когда он это делает, я вижу, как душа поднимается, Так, и какая душа? в Иерусалиме кто-то хватает эту душу как в сачок. Мгм. Так, кто там хватает душу в сачок? Я приказываю ему проявиться. Появляется такой серый спрут в секторе интерферентов. Считывается понтифик Христа.
Сейчас я приказываю ему отвечать, кто он такой. Так. Кто он такой? Он говорит, что он Никодим. Он говорит, что он дал разрешение управлять душой Христа, что он исказил толкование про Мессию. Так, а почему он вдруг раздает такие разрешения? Где, кто ему дал право управлять душой Христа? Я вижу, что какой-то этот Никодим, возможно, он то ли священник какой-то, и он как будто бы сидит на таком, как на игле, на такой черной. Мгм. Я слышу, Так. что к нему подослали человеческий фактор. И он вот так пальцем водит по Писанию. Мгм. Так. А Евгений видит, что в тот момент произошло? Что его там А, хватают в сачок душу, Он говорит потом... вот так: подождите, подождите. И это все замедляется. Мгм. И вот этот Андроник, который Женя наш, да, Мгм. он берет вот так и читает какую-то книгу большую. Сейчас я его спрошу, что он читает. Да. А он говорит: ну, ты же мне рассказала. Я ему передаю информацию о всем этом сквозь века, что происходило в тот момент. И вдруг э, там, где его вот этот трон был, куда он его подвинул, как бы, Мгм. а там портал внизу под этим троном. У этого трона появляется такое, как считывается ограждение, то есть как защита, такой шар светящийся, а этот андроник берет вот эту черную змею. Э, Исаак, это Исаак. Я слышу Так. Комнин. Я ему приказываю отвечать его фамилию, как мы его знаем. Ангел. Выдавил из себя. Ангел. Мгм. Это Так. его этот кузен, захвативший власть. Мгм. Так. И я слышу от Андроника идет слово реформы. Так. Реформы. Что это? О чем речь? О каких реформах? Я вижу, что он, э, он не был, он как-то, а, он не был из рода Давида. Он не тот Мессия. Мгм. Оно как-то как будто бы две культуры, два верования вот так как будто бы соприкасаются, ну, как бы дружественные, но не то, не одно и то же. Так. Вот он И он схватил... говорит, что он не царь Давида, не Так, а сын кто он? Давида. Сейчас я спрошу. Он показывает на свет первотворца, Мгм. и он показывает, что вот эта минора, в которой горит свет, такой, как будто бы в миноре, вот там, она стоит вот в храме в Иерусалиме, и где эти лучики расходятся, Мгм. то там такой огонек горит белого Так. цвета. Он говорит, что это душа, говорит, моего отца, первоотца, первосвета, говорит. Источник Так. света, значит, да? Это ту, которую украли? Да, да. И он говорит, это Так. моя душа. Сейчас я хочу Мгм. посмотреть, как это его душа. А он говорит, что часть меня, я и отец одно и то же. О, он мне говорит то же самое.
И он говорит, вот так на людей показывает, что душа внутри у каждого человека, ну, может, не у всех, но у тех, кого он показывает, Мгм. вот этот свет божественный в душе. И он говорит, что это огонь истины, огонь жизни, огонь первотворца, огонь света. Так, и что он хочет сделать с этой минорой украденной? Вдруг я вижу этот гроб каменный, в котором он лежит. На котором нарисована минора, да? На котором Или нарисована минора, и это, которая нарисована, это магический ритуал, которая как вилы вот так встряла ему вот здесь в энергосистему его. так. И он в этом гробу встает и берет этот огонь как будто бы руками. Крышка так спадает, и он этот огонь, ну, этот огонь красный, который Мгм. на этом, а он берет, оно его жжет. Так, И кто он хозяин этого ритуала, этого огня? Я приказываю проявиться. Я слышу, что это погребальный ритуал. И я Так. вижу, что они э, призвали, я слышу, сторонника дьявола. И я вижу, как как будто бы с Рима приходит жрец. Мгм. А Так. этот Никодим якобы дает разрешение. Мгм. И, и они делают вот этот погребальный ритуал Так. Видит с ли это телом все Евгений, Христа. И этот такой огонь, ритуал? вот где сердце, вместо этого божественного белого огня появляется вот этот огонь красный. А это на этих иконах рисуют сердце Мгм. в огне. А этот красный цвет огня – это символ вот этой красной папахи, в которой находится этот Папа Римский понтифик, жрец бога смерти Сатурна. Так. И как этот ритуал влияет на Евгения? Я вижу, что вот эта минора, она как вилы, которые вот так бум-бум-бум, его, как бы, я слышу, добивают. То есть она все глубже, глубже проникает. Я слышу замена истинного света кровью Христа. Мгм. Видит ли это все Евгений? Да, вот эти ритуалы, повторяющиеся каждый год, которые делают в этом храме Сатурна, который обозвали христианство, на самом деле это антихрист. Да, и вот Мгм. это храм антихриста, вот эти все церкви христианские, потому что они вот провозглашают смерть и обожествляют смерть Христа. Они на самом деле подчеркивают вот эту принадлежность этого сторонника, вот это то, что я слышу, этого культа смерти. Так, мы этих всех, кто магичит, мы всех проявляем на свет, мы И видим я их слышу, магию. что вот эта толпа людей, которые стоят с такими черными крестами, они провозглашают себя, я так и слышу, антихристами, то есть вот этими поклонниками, сторонниками этого понтифика. Он же до сих пор так и называется, понтифик, то есть Мгм. верховный жрец. Он как Видит ли был это все жрецом, да. Евгений? Так, передай ему, что он может это все отменить, приказать им А, забрать все их магические воздействия на него. Я вижу, снова слышу реформы, и я вижу, он забирает этот палец, разговаривает с этим Никодимом, Мгм. ам, и забирает его руку. А у него рука как будто бы застряла в этом писании. И такой след остался черный. И он берет этот отпечаток пальца с этого
Никодима. И этот спрут серый, который огромный такой, вдруг уничтожается, уменьшается, а эту черную, этот отпечаток, он передает этому Люциферу, который стоит в секторе интерферентов, в секторе магии. И он встрепенулся, боится. Сейчас я поговорю с этим. Вот этот Андроник звучит. Он как в этом сидит, в Византии, часть его души в Иерусалиме, и закопана, спрятана в такой в какой-то плащанице в Ватикане, в подвале. И еще часть души его находится на этой звезде красной в Москве, на верхней этой ну, это луч звезды этой, такой черный крест. Так. А где И это это разрушение символ Евгения мученичества. на вот это все мученичество, все это разделение его души? Где Вот разрешение? это связано с подвижками какими-то, с реформами. Мгм. И он говорит, что он укрепляет власть. То есть он что-то не доделал, чтобы укрепить свою власть. Так, что Вот он не доделал, чтобы укрепить свою власть? я вижу, что он вот так отворачивается, и вот так к этому брату Комнину считывается сговор этого понтифика, то есть этот ангел заручился поддержкой понтифика, потому что в то время вот этот Папа Римский, он и до убийства Христа его престол уже был, да? Он уже Мгм. раздавал налево-направо, у него власть была. Все жрецы имели политическую власть. Жрец, понтифик, это обозначает политикум, как-то звучит на каком-то языке, политикум, господи. Короче, какой-то слоган звучит, сферум что-то, что-то связано с душой, огнем. То есть Так. это духовная власть, политическая духовная власть. То есть это понтифик обозначает верховную духовную жреческую власть дьявола. Так. Так что Евгений не доделал в этих реформах, что привело к этому всему Сейчас разделению я души? стану за его спиной и посмотрю, что он делает. Он делает М. реформы, и он говорит, упраздняет римскую власть жрецов, говорит Ватикан, внутри византийской власти. Так. А Он что он не говорит, доделал? это жречество упраздняет и рыцарь. Они уже были тогда? И что он не доделал в этих реформах? Что он как будто бы вот так смотрит через этот портал, через эту вот минору, смотрит в эти предыдущие соглашения. И я вижу, как ему делают ритуал в каком-то, как подвале, делают ритуал оживления. Его оживляют. Как дефибриллятор этот, который сердце запускает. Ему над его телом он как будто бы, как бы и был как я слышу, клиническая смерть. То есть он как Эт бы его делают ритуал, его оживляют. Вот откуда идет этот, что он типа воскрес. Его оживили и вот так посадили.
полуживого, вот такого вот. Это подвал какой-то, в каком-то подвале. Так, это его воплощение Андройка? Да, Мгм. Что это за ритуал? Какая его суть? его вот так вот посадили, и я вижу, как буквально из сердца, ему буквально сердце вырывают. Так, А они его специально оживили, чтобы... Я слышу уксус, уксус. так, Они это как какой-то наркотик ему дали. И он на кресте не умер, а как будто бы заснул. Им нужно было выдрать сердце живьем. Как это так. культы это делали. Кто это они? Кто это все делал, этот ритуал? Я приказываю им Жрецы, проявиться. я слышу, жрецы культа Вавилона. Вот этот Вавилон, это римская а, духовная власть, на самом деле вавилонская, Вавилон. Эти Мгм. традиции, древние традиции, вот это жертвоприношений, я слышу Так, мертвых людей, то есть этих сторонников, служителей Люцифера. так. И зачем они такой ритуал над Андройком проводят? Потому что вот это ядро души находится в сердце. И я вижу, как вот этот огонь живой, первотворца, потому что это ядро в сердце, оно вот вместе с этим сердцем переходит, и я вижу, они его заворачивают. Так. И это сердце до сих пор у них хранится в Ватикане. А для чего это им? Я слышу поглумиться над Сыном Бога, Первотворца. То есть они таким образом поглумились над природой, я слышу, сущностей, над сущностью Первотворца. Когда они изъяли вот этот огонь жизни, эту искру Мгм. жизни, эта искра жизни как раз и поддерживает, я слышу, ритуальное убийство, и вижу вот эту причастие, когда дают хлеб этот и вино, кровь и хлеб. То есть Мгм. это ритуальное убийство, и люди это делают и обозначают себя как приверженцев, убийц вот этого Духа Святого. Вот это как Дух Святой, вот этот огонь. Так, а Я где слышу разрешение? пренебрежение власти Творца. Где разрешение Андройка на этот ритуал, что его оживляют, вырывают сердце? Где его разрешение? Сейчас я хочу посмотреть. Я вижу две ситуации, даже три. Вижу, первая ситуация – это когда вот этот Исаак, ангел, ухватил за шею, то есть обрел власть над вот этот поклонник, сторонник опять, этот же ангел, который прихватил власти. Они вообще-то власти на всей земле перевернули тогда. Мгм. Когда Византия пала, тогда пало управление первотворца на земле. И власть захватили сатанисты. Я Мгм. слышу, поклонники бога Сатурна. Так, Вот. это первое. Что еще Вторая две? ситуация, она уходит куда-то вот далеко, вот это Византия, я слышу. Это связано с византийским царством. А вторая ситуация, это когда делают ритуал посмертный.
Вот она в секторе магии находится по отношению к... И вот так там почему-то прозвучала Илюша. И вижу там человека, Аримафейский, в такой полосатой одежде, как будто бы какая-то накидка с полосочками такая. Вот. Говорится, что он отдал душу, какой-то ритуал, он берет участие в этом ритуале, погребение и типа воскресения Иисуса. Мгм. Они вырывают Так, это. И третья еще ситуация связана с святым городом Иерусалимом. так. Ам, А там какая ситуация в Разграбление Иерусалиме? храма. Я Мгм. вижу, как это, где стоял этот храм, он как будто бы в эфирном плане там и стоит. И там у Иисуса, ну, у Андроника, а это Мгм. Иисус, это уже культ Сатурналей, это культ Сатурна, Иисус, да, Мгм. христианство. А вот Андроник это как прообраз этого, то есть человек, душа которого поддерживает вот этот культ сатаны. Я слышу разграбление, и это связано каким-то образом с минорой. Так. Которую они в тот момент выкрали, да? Да, я вижу, да, то есть они это как будто бы украли раньше минору, как будто бы раньше украли, и они на этом, к этому, ну как бы привязалась к этому Мгм. событию, и вот этот ритуал ам, посвящения, в оно считывается как посмертное посвящение Иисуса в культ Сатурна. И я вижу, как это... Вот у меня начальник был мормон, и он когда-то проговорился про их многоженство и про культ, как они посвящают мертвых душ. М, У них там праздник какой-то был, и он сказал, что они там посвящают, не хочу ли я записать свою маму и предков моих в эти мормоны. Для меня это было дико, естественно. Ну, вот такое я услышала. Конечно, я отказалась. Вот. Эм, Так. А считай, есть ли какой-то вот. договор у этого андроика с кем-либо, по которому вот эти все э, проводят эти все ритуалы, грабежи, использование его Я души? слышу, что он упал в кому. Э, То есть его тело не было мертвым, оно Мгм. было в коме. Вот. Сейчас я посмотрю, где душа была Так. и какой контракт. Мгм. Я вижу, что в эфирном пространстве они нарисовали эту минору как, э, ну, смотри, что-то это здесь, я слышу, фрактальная реальность, и вижу, Мгм. как трезуб украинский, как какая-то часть, маленькая часть миноры. Мгм. Ну, уже как-то там она заколдованная была. Вот. И идет какой-то, вот я слышу, фрактальная часть. А, и вижу, как душа, она выходит а тело сидит. Вот так вот. Считывается в коме. А, а когда они вырывают это сердце, душа выходит, но она Мгм. привязана вот к ступням, и тело почернело. То есть
над телом производится магия, а душа вот так выходит, но не может оторваться, уйти. И Так. как будто бы вот так в руке несет вот этот огонь. И когда вот так наклоняется, вдруг обжигает такой черный огонь с этого портала. Мгм. Так, считай, есть ли какой-то договор, по которому Андроник разрешил с собой проделывать эти все ритуалы, украсть эту минору, передать власть эту византийскую этим всем. Сейчас я слышу такой голос громкий, который говорит, что один день, как 1000 лет. Для Бога один день, а у человека 1000 лет. 1000 Мгм. лет. Или один день. 1000 Так. лет. И я вижу, как идет вот отсюда, как такие сектор принятия решений. Мгм. И я там Так, и что там? вижу множество таких икон, на которых они стоят, такие большие, стоят на полу. Метра по 4, наверное, большие такие на полу стоят. Одна возле второй такие иконы. И вот я смотрю, а на первой изображен, я слышу, царь Христос с такой какой-то странной короной на голове и с вырванным этим сердцем. А Мгм. за этой иконой стоит этот демон черный, и ноги вот так у него, как тень под картинкой, ну, в Мгм. рамах такая икона, и вот так вот и держит, и стоит там этот Вельзевул, дух пространства Люцифера, Так. колдун. То есть И христианство вот это, да, это заколдованное. Мгм. Так, спроси у Евгения, почему он согласился на это все, чтобы над ним проводили такие магические ритуалы, чтобы его энергию использовали в этом всем христианстве. В этот момент зашумел сильный огонь, белый такой, в секторе Первотворца. Мгм. Я слышу голос, который говорит: и я смогу. И там огромный ангел стоит. Так. Считывается противник Люцифера. Мгм. Что он сможет? Это первичный сын Бога Творца, Мгм. истинный свет. И он говорит, что ты вот спросила, что он сможет, а он говорит, что он сможет оживить себя. Так. И я вас спросила его, как это, а он говорит, что он творец этого пространства, что эфира, Мгм. что он знает все потайные лазейки, говорит, души Люцифера. Мгм. Он говорит, Так. что знает, как тот пришел в наш мир и начал зло. Он говорит, начал вырывать сердца. Мгм. Так. И показывает такую пирамиду ступенчатую, какой-то Тиотикотаки, что-то такое, город солнца, и сверху как льется кровь. Мгм. Вот. Так. Он говорит, что он видел это и знает, как это работает. И показывает тут же эту пирамиду ступенчатую в Кремле, где лежит этот труп Ленина. Мгм. И вот эта красная звезда, которая вот так как чаша наклоняется,
Вот сверху этот черный крест, а эта звезда на этой башне кремлевская, эти куранты вот так вот наклоняются, и оттуда льется, тоже считывается человеческая кровь Мгм. повстанцев, то есть всех, кто боролся против этой власти Люцифера. Вот. Так. Спроси у Евгения, есть ли у него контракт с Люцифером. Нет. Мгм. Он Хорошо. говорит, что у него есть контракт сам с собой и показывает вот это почерневшее тело и говорит, что Люцифер не нашел в нем его ничего. Он искал Хорошо. А что за контракт у него с самим собой? договор на 1000 лет. И в чем суть этого договора на 1000 лет? Он показывает, говорит оживить свое тело и Так, и что это показывает, значит? что это можно сделать только вот он берет как бы из святого города, где в эфирном плане стоит эта минора, как будто бы в храме. Мгм. Вот я не знаю, где она стояла у евреев, но я вижу вот так вот, что она там как будто бы в храме стояла, как символ первотворца. И он берет вот это пламя из этой миноры, она как светящаяся такая. Но это как это, она не настоящая, а как энергетическая такая. И он как будто бы берет и оживляет. И когда это он делает, то вот эта минора настоящая, которую уволокли, она из этого кладбища, оно считывается кладбище, библиотека Ватикана, как кладбище. Разворачивается это, Минора. как тряпка такая брезентовая. И она выходит. И водружается, и становится как будто реальная. Золото, наверное, или из чего-то такого. То ли из серебра, то ли из золота. Как будто бы металлическое. И что происходит? Это минора. А Становится. там, где этот ритуал, они начинают кричать, эти черные вихри. Они говорят, он смог. И они начинают, вот они тогда как бы отступили, ну, обступили его, а он так сидел. А сейчас они как летучие мыши начинают эти энергии улетать. Мгм. И он говорит, что это вы мне даете? А у него во рту, я слышу, такая губка с Губка уксусом. стоит. Мгм. А Что это он такие, хочет как наркотики, типа. сделать с этой тряпкой, со всем этим ритуалом, который... Я вижу, что он достает эту штуку и отдает этому Аримафейскому, который там стоял. Илюша этот, Илья, Мгм. Цельнозор. Ага. Странник, он считывается странник, потому что в Мгм. нем этот дух не человеческий, а демонический. Он как бы воплощается в разных людей. Вот этот дух Люцифера. Мгм. И что Евгений Это вот этот, делает как антихрист он.
с этим духом, с его ритуалами посмертными, которые над ним проводились? Я вижу, что Андроник при жизни отменяет, я слышу погромы, и я вижу, как ходят солдаты по домам, я слышу клятва, по домам клятвы, и переворачивает все. Так. И что с Сейчас, падением Византии при этом происходит? сейчас я посмотрю. Они ходят по этим домам клятвы. А что это такое? Что это за дома клятвы? Это тайные сообщества Люцифера. Мгм. Это вот эти поклонники вот этого Сатурна. Так. И Они что в с ними Византии были. происходит? Я вижу, что эти солдаты, как будто бы их вот так, как этих духов черных, опять в портал, в тот, который в секторе интерферентов открыт, выбрасывают, Мгм. замыкают их в тюрьму и обезглавливают. Я вижу, Так. как черные реки, как рассчитывается как кровь, но такая черная магическая энергия, то есть вместо крови у них черная магия, потому что кровь переносит дух, Святой Дух человеческий. А Мгм. они вот это как будто бы змей убивают. И такая черная жижа течет. Так. А что с этим с Исааком ангелом, который до этого забрал власть? Я вижу, что ему голову отрубили. Вот. Я спрашиваю у Андроника, что он, кто-то стоит возле него, возле этого кресла, как будто бы согнулся. Так. Кто это? Приказывал проявиться. Какой-то сосуд, какая-то женщина. Так. Приказы отвечать, кто она такая? Убегает в каком-то разноцветном одеянии. Сейчас я спрошу, кто она такая. Говорит рабыня Ильи. Вижу Так. лицо Моны. Оксаны вижу лицо. Так. И что она делает в пространстве, Евгения? Она его подговаривает. Так. А что? Показывает пальцем на Ватикан, на этот культ Мгм. демонический. Так. И на что она его подговаривает? Она что-то говорит убрать с пути. Что убрать с пути? Или кого? А я вижу, она какая-то влиятельная женщина в его окружении. Такое Так. платье разноцветное, то есть это странное такое. И она разворачивает как книгу такую. Я слышу преждевременная смерть. И слышу те слова, которые говорила Мона, как ее Илья убеждал, как только они начали общаться, что программировал на преждевременную смерть. И появляется у нее под ногой, как змея. Она вот так вот левую ногу, как в такой туфельке какой-то, как турецкая туфелька, вот такая какая-то. Мгм. И такая змея и считывается преждевременная смерть. Она подговаривает его, Так. Приказ убеждает. отвечать. На что это она его уговаривает?
Я слышу, зомбирует, и у нее в руке, как, знаешь, как эти психиатры в гипноз Мгм. вводят, Мгм. Да. металлический шарик. И у нее такой в руке шарик, и она его Мгм. зазомбировала, Так. загипнотизировала. И я вижу, он сидит на троне, живой, но уже прописалась вот эта программа, где он был соглашение убить себя. Мгм. Приказ отвечать, И в зачем глазах это такие ей? черные вот эти. Зачем она Она его говорит, загипнотизировала? что она проститутка Люцифера. Мгм. Я вижу, что появляется символ этого Бафомета, где Папа Так. Римский сидит. И Мгм. ее энергия находится в его чреве. Она Так. считывается, то есть вот этот символ вавилонской проститутки, он держится именно на ее энергии, потому что она божественная душа, которая служит Люциферу Мгм. сознательно, Так. осознанно. Зачем ей этот гипноз над Андроником? Она показывает, как говорит, что им нужно его огонь, потому что он первичный сын Бога. Мгм. Видит ли это все Евгений? Да, я ему передаю, чтобы он зашел в тот момент, когда он с ней познакомился. Я вижу, что их знакомят. Она очень красивая. Мгм. Какая-то дипломатическая миссия. И ее представляют. И он идет, и руку так вот взял, и весь так уже слюнки попускал. Прям такая красопета тут пришла. Так. Видит ли он, для чего она пришла, с какой целью и кто она на самом деле? Ну, она считывается проститутка Люцифера. И у нее такие вот рога черные, а сверху она светится, то есть она затмевает свою темную часть, а сзади как будто бы столб квадратный такой, где спина. И такие рога. Культ Люцифера. Она вот из этого культа. Мгм. А, Видит ли это все Андроник? Да, и он говорит, вычеркивает ее из списка. Мгм. Хорошо. А, Вычеркивает из списка. Сейчас я посмотрю, как меняется ситуация. так. И вот этот сосуд, она считывается как сосуд, который переносит дух Люцифера. Он М. исчезает с его пространства. Так, а гипноз тоже ушел с его Я пространства? ему передаю всю эту ситуацию, показываю ему в том времени. Мгм. И у него до сих пор вот так прописано это разрыв. У него вот этот гипноз, да, и разделена правая и левая, вот так как разрезана. Вот точно Так, а как же вот отсюда. Сейчас на я чем оно держится, этот разрез? такая волна, сейчас я смотрю. Я слышу разрешение быть подавленным, красотой, обаянием. То есть он считал вот этот свет, это как пыль в глаза, ну как любой абьюзер пыль в глаза пускает, да. То Так. есть он аккумулирует все свои силы, чтобы отобразить этот свет, который он украл уже у тех, кого обольстил, потому что собственного света нет. Так, видит ли это Евгений, что его разрешение Да, быть подавленным, к чему оно все привело? он вот так Что? плюнул, тьфу ты, вот так вот плюнул и говорит, что отменяет прием государя, какого-то Мгм. государя, царя какого-то с этого, Мгм. с Рима,
Вот только посмотрю, и считывается шлюха Ватикана. Так, Она как жрица, шлюха Ватикана. Вот почему этот символ шлюхи вавилонской, да, блудница. блудница, Так, да. проверь сейчас, этот гипноз Потому что полностью или ушел. ее подсылали как бы обольщать царей, ну, что они и продолжают делать, внедряют этих подстилок, чтобы соблазнять этих царей Так, земных. посмотри, полностью ли ушел этот гипноз с пространства Евгения. Я вижу, что он вот так рукой достает и показывает тот портрет, который я видела в Айя Софии на фреске или где-то в музее, где возле его трона стоит его мать и жена. Так, Он говорит, что он разрывает союз с вековой проституткой. И от трона, от этого, как будто бы падает цепь такая. Знаешь, как цепь передвигается на палубе корабля, например, да? мгм, Когда опускают этот якорь. И эта мгм. цепь уходит. И я вижу, как этот черный шар, который он показывал в начале, это как карма, уходит с этого престола. И он вот так взял это кресло и поставил этот трон так, что вся земля задрожала. И я вижу, как в храме вот эта смерть отменяется. Это покрывало, которое там в Айя Софии висело, как штора такая расписная. Она вся вот эта разодранная, разодралась, когда он умер, и ушло. То есть это отменяется. И он вскочил из того места, где ему делали этот ритуал, Так, и говорит, что возвращает свою силу Вселенной и магию отдает. И я вижу, как черное пламя вот это возвращается к этим колдунам, и как они корчатся, и черный огонь пожирает этот Ватикан. А я слышу, уничтожается сила магии. И я вижу, как у него из глаз вот эти зомби, да, это черная магия, уходит. Я передаю сейчас а, Евгению, чтобы он приказывал этому, потому что Илья этот опять проявился. так. А на чем он держится в пространстве Евгения, этот Илья? Где зацепка? Что-то еще вот здесь, вот где эти вилла, вот эта магия. эм, И вижу, как Евгений в том воплощении так прищурился и так присматривается. И у них какой-то союз. Он называет его другом. И что это за союз у них? Как будто бы рука в руке, знаешь, как друзья. И В чем суть ихнего союза? я слышу, что он не распознает, не узнает друзей, что тогда он принял этого человека за друга. Так, а почему он не узнает друзей? Потому что у него была эта магия от этой вавилонской проститутки. Мгм. А сейчас он видит, кто его друг на самом деле? Да, он видит, потому что он вот это снимает, и вот эти штуки, и вот это с плеча, вот это как будто бы в Мгм. сердечный центр задело его. Вот эта магия черная уходит, и он так смотрит, и вижу, как здесь
как будто бы лицо и шкурка такой овечки. Агнец, то есть принесенный в жертву. Так, Я и кто слышу хозяин? распятый заживо. Кто хозяин этой овечки? Приказываю проявиться. Вот это вся, я слышу, коляда. Вот эти в колядках этих новогодних или каких-то там святки, святовечерние, Мгм. христианские эти, да, там все эти персонажи на самом деле есть. А люди ходят и радуются. Там же и смерть есть, и вот этот черт, и там же все есть. А люди, Так, вот эти древние колядки переплели с этими магическими ритуалами и радуются, что типа они христиане, Христа типа славят. Они на самом деле прославляют вот этот ритуал убийства, я слышу. так. А это лицо овечки когда появилось в пространстве, Евгения? Когда они забрали вот этот огонь у него, эту искру жизни. Так, видит ли это Евгений? Да, в этот момент он как будто бы вот так кулаком стукнул и приказывает, говорит, отдать. Так. Что отдать он приказывает? Он говорит трон, и я слышу слабость. И от сектора магии потянулась такая, как змейка, энергия поплыла, в сектор интерферентов, и там кувшинчик такой, вот этот разноцветный в секторе интерферентов, я слышу слабость. Так, и что это за слабость? Я В чем слышу ее перед суть? женским полом, и я вижу, что у него как будто бы секс с этой, а, она так и считывается, лярва, с этой какой-то жрицей, Моной с этой. Так, и как это на него подействовало? Какое воздействие на него это? Ее вот это символ считывается как печать, как будто бы вот это орган, Мгм. как будто бы вот так въелся в него, и он хочет это, считывается печать, и он вот это хочет его оторвать, но оно такой формы странной, как вертикальный глаз, как будто бы. Так, почему Египетский, между прочим, вот с он не такими. может его оторвать? На чем он там держится? Он говорит, на соглашение переспать с проституткой. Так, передай ему, что он может отменить свое решение спать с Я ему проституткой. передаю, и он так вот смотрит на этот сосуд пустой, берет и разбивает его. Когда он разбил этот разноцветный кувшин, то я Так, вижу, он берет вот так отсюда опять справа, берет и на трон посадил, говорит, у меня есть жена. мгм. Посадил жену, и сразу там дети, 2 детей. Так, хорошо. И что происходит с этим лицом овечки в его пространстве? В этот момент я вижу у него из глаз вот эти импланты фашизма, вот так как реснички, которые Мгм. только ресничками вглубь проросли, уходят. Его лицо начинает сиять, и он считывается отец-благотворитель. И я вижу, как все его пространство очищается, и вот эти все ситуации вот так сами как-то отпадают от него, и он с троном вместе и с семьей вот так переходит, как в сектор первотворца поднимается.
И Так. этот ритуал смертный, да, он говорит, он очищает, берет вот этот огонь, и он его не жжет, потому что он его родной. И Мгм. говорит, что ему нужен его огонь, что он забирает его. И говорит, я все вижу и все слышу. И в этот момент я вижу, как это черное его тело, которое вот такое было в коме, от ног начинает все сиять, Мгм. оживляется, и я вижу, как оно телесного цвета, и он оживляет это тело его Святым Духом. И я передаю, чтобы он приказывал Илье забирать всю его магию, а также этому жрецу, и отказывал бальзамировать его тело и бальзамировать его сердце, и пусть он отменит этот ритуал, а карму за это жертвоприношение и разделение его на части пусть отдает этому культу. Я вижу, как вдруг эта кремлевская чаша, звезда эта красная, вот так перевернулась, и вижу, как накрывает этот мавзолей, эту пирамиду смерти. Мгм. Так. Также передай Евгению, что он может восстановить власть первотворца, если он хочет. Я вижу, как вот эта границы Византии вот так расширяются, и какие-то как будто бы, я слышу, кордоны, как стены. М. Вот так все раздвигается, и такой свет проливается. И слышу культу конец. Передаю Евгению, чтобы он очистил все его личное и общее пространство, всю нашу планетарную систему от воздействия магии, отказался принимать смерть от рук а, этих. Я вижу, как эту овечку, которая вот так как будто бы на плече у него висела, как шкурка Мгм. этого, вот так вот переворачивается наизнанку, и внутри такая змея, которая вот так разворачивается и поглощает этих ритуальщиков. И душа Евгения всплывает как ангел. Я вижу, он хватает вот эту черную типа минор, и вот так как копьем а, э, продевает этих колдунов. И Мгм. я вижу, как он вот это сердце, которое оно хранится до сих пор там в Ватикане. Оно такое Так. черное, и он вот это тело из этого сердца как будто бы черное такое. Я слышу скорбь. Вот это все отламывает, и внутри вспыхивает живой огонь, который возвращается вот именно вот через сердечную чакру, плечевую. В сердце я передаю, чтобы он вернул только то, что принадлежит ему. И восстановил целостность, гармонию его живого пространства. И вижу, как вот так свет пошел, и там, где был этот разрез, вот так все Мгм. освещает. Вот, и Так. я Так. слышу, что стал сам собой. Мгм. Так, а хочет ли Евгений что-то сделать с тем демоном, властелином мира сего? Но я вижу, он его берет, и вот так он как бы не своими руками, а как будто бы это само собой происходит, как будто бы я слышу вселенские коны. И он вот так вот Мгм. переворачивается на том же кресте, а, этот Так, что там? как будто бы вот эта гора, которая в секторе магии, знаешь, как кипит, как будто бы вулкан внутри кипит. Мгм. И выкипает вот это все.
сектора интерферента в этот момент вырывается черная энергия, потому что духи всегда нападают на тех, кто не оправдал их доверие. Ну, это карму никто не отменял. Так. А что И вот эта сейчас с этим? энергия этой проститутки разноцветная, как-то как змеюка уползает, такая плоская. Так, а посмотри, что сейчас с этими жерновами, которые перемалывали народы. Я слышу, что они заходят в деменцию. Злой будет еще злее и отделяется от святости. Так, хорошо. Это Отсоединись. крушение той системы дьявола, и люди, которые не вышли с этих энергетических темных пространств, они все будут поглощены этими жерновами. Да, хорошо. Отсоединись Да. от всех и от всего. Вернись к Евгению. Да, я его вижу, он сидит и говорит, да, слушаю вас. Посмотри, как он сейчас выглядит. Он говорит, что он исцелился и зашил свои раны. Мгм. Посмотри сейчас, ушло ли звон в ушах с пространства, из тела Евгения. Я слышу, что он должен это сделать сам. Нет, еще не ушло. Мгм. Хорошо. Также он хотел передать информацию всем своим близким. Да, я ему говорю, что он может зайти в тот момент, когда его тело станет абсолютно здоровым, чистым, и все эти симптомы уйдут. Так, у Евгения были еще аспекты, мы по ним пройдемся. Как ты? И я думаю, что уже не стоит сегодня. Мгм. Хорошо. Тогда спроси у Евгения, все ли мы для него сегодня сделали. Он показывает, как с этого гроба они заколачивали такими, как гвоздями. И эта крышка, гроб, это все как бы обратно вот так происходит, расколачивается. И он встает. Так, спроси, он выполнил свой тысячелетний договор? Он говорит, что еще придет. Хорошо. Тогда поднимаемся максимально вверх, Да. наполняемся энергией жизни, любви, гармонии, достатка, благополучия. Мгм. Прощаемся с Евгением. Мгм. Отсоединяйся от всех и от всего. Мгм. Проверь свое личное пространство, все замороженные ситуации, очисти от всего чужеродного и закрой все порталы. Да, все чисто. Мгм. Наполняйся также живой энергией. Мгм. И я посчитаю от 1 до 3, и ты вернешься в физическую реальность, в которой я с тобой разговариваю, и будешь чувствовать себя великолепно. Ну, то разозлился, чуть-чуть успокоился. Хорошо. Мгм. С чувством выполненной произошло. Классно.